Друзья, всем привет! Вы на канале Leo Gear Up и меня зовут Лео. Сегодня у нас подробнейший обзор стеклянного коврика Special Gear Осень, оригинальная версия которого я смог достать только благодаря магазину Kinetics Gear. Это не реклама, сразу говорю, я полностью оплатил коврик за свои деньги. Хочется отметить, ребят, только по причине того, что я дважды заказывал этот коврик в других местах, и оба раза мне приходили реплики. Меня это дико бесило, потому что обзор все откладывался и откладывался. Ну, с вступлением закончили, поехали, распаковка. Упаковка бывает как у меня и как на картинке, которую я вам тоже сейчас покажу. Также у нас в комплекте идет картонная карточка, не имеющая особой ценности, два вида глайдов, контрольный и чуть побыстрее, и, собственно, сам коврик, который запакован довольно надежно. Размер коврика у нас стандартный, 49 на 42. Обработка углов очень хорошая, рукой они никак не ощущаются. В том числе благодаря тому, что пад очень тонкий, всего 2,4 мм. А вот подложка у нас подкачала. Вроде бы качественный на вид соты, но на моем столе коврик они держат не очень хорошо. Во время игры пад не выезжает, но подвинуть его, как видите, слишком легко. Когда я впервые поставил мышку на осень, я очень удивился, потому что впервые за долгое время я увидел коврик, по которому мышка просто летает. И уже через пару минут я понял, какого же старого друга мне это очень сильно напоминает. Тактильно это очень гладкий коврик с легким ощущением приятной текстуры. Сразу же хочется сравнивать его с чем-то вроде Dysphoria Saya и Glassworks Zane. По сравнению с Zane мне довольно сложно найти отличия. Тактильно они практически идентичны. На осени чуть быстрее катается мышка без нажима, а при нажиме они ощущаются практически одинаково. На обоих есть отчетливая текстура, которая при этом практически не реагирует на вжатие мыши в коврик. Коврики ощущаются по-хорошему очень-очень скользкими, и переход от статики к динамике практически мгновенный. Мне уже даже интересно, что же покажут наши тесты, так как я, пожалуй, впервые вижу настолько похожий на Glassworks Zane пад. По сравнению с Dysphoria Saya все немного интереснее. Как я отметил выше, осень ощущается как чуть более быстрый Zane без нажима. Из-за этого сначала даже может показаться, что осень быстрее, чем Saya. Но это все же не так. При нажиме осень замедляется чуть сильнее, чем Saya, а без нажима они ощущаются плюс-минус одинаково. При этом, что интересно, на Saya я ощущаю себя все-таки чуть быстрее и при этом еще и стабильнее. Если попытаться провести параллели, то осень это свежезалитый асфальтобетон, а Saya это абсолютно гладкий асфальт. Гладкость Saya дает мне ощущение езды по абсолютно ровной гладкой дороге. А вот текстурка осени после Saya ощущается слегка менее стабильной поверхностью с чуть меньшей площадью контакта. Но при нажиме на мышь в осени все-таки чуть больше стоп от вжатия. И если вы любите такой тип контроля, то осень отзовется на него гораздо лучше, чем практически бесконтрольная Saya. Друзья, если вам так же, как и мне, всегда хотелось закопаться в текстуру стекла поглубже, чтобы рассмотреть, что же там за зерно на самом деле, то думаю, мои последние наработки в макро вас порадуют. Мы переходим в ультра макро. Ставьте паузу, если хотите рассмотреть какие-то участки подробнее. И здесь, я думаю, особенно хорошо видно сходство с Зейном. У них очень похожий рисунок и размер зерна, но на осени больше плоских площадок. Было бы очень интересно узнать, не покупал ли Special Gear права на доработку поверхности Зейна, или это просто удачное совпадение. А вот с Saya заметные отличия. Вы видите, насколько больше у Saya размер зерна и раскатанные плоские площадки. Именно это делает данный коврик столь феноменально быстрым. Ну и макрофотографии с видом сверху. И здесь мы тоже видим, что осень это практически Zane другого цвета. Одна и та же форма зерна, разве что Zane немножко более объемный. Если вы хотите узнать, как осень ощущается в игре, просто посмотрите мой обзор на Zane. Спойлер, почти точно так же. Но все-таки я бы был несправедлив к Special Gear, если бы не отметил, что их версия обладает чуть более быстрым стартом и в целом ощущается немного быстрее, чем Zane. Ну что ж, время для небольшого саунд-теста.
Переходим к тестам коэффициента статического сопротивления, который показывает, как легко сдвинуть мышку с места. В данном ролике я показываю статику только для 3 сравниваемых ковриков, но если вас интересуют все остальные тесты статики, то я их делаю с самых первых своих видео, и вы можете посмотреть все результаты там. По данной же троице видно, что все коврики очень близки друг к другу, Сая быстрее всех, а Зейн и Осень практически неотличимы друг от друга. Но Осень все-таки немножко быстрее. У всех 3 ковриков очень быстрый старт с места. Друзья, мы переходим к любимой рубрике многих, а именно дроп-тестам. Перед их началом я все-таки хочу еще раз пояснить всем, почему у меня на канале 2 вида дроп-тестов. Итак, первый тест с легкой мышкой 50 грамм показывает в основном, как легко сдвигается мышка на коврике с места, без особого на нее нажима. И здесь мы хорошо видим, что Осень — это очень быстрый коврик. Ей удается опередить и Зейна, и Титана, и Рин, которые очень сильны в дроп-тесте с 50-граммовой мышкой. Проигрывает она лишь Сая первого батча, которую довольно сложно достать, и мне уже даже интересно, выйдет ли что-то способное уделать этого красноглазого демона. Второй тест имитирует нажатие на мышь, и для этого я использую мышку 320 грамм. Она показывает, как ведет себя поверхность ковра при нажатии на мышку вашей рукой. Если вы думаете, что второй тест для вас бесполезен, потому что, я просто не буду давить на мышь, то мне хочется вас немножко разочаровать. Именно второй тест все-таки чуть ближе к реальной жизни, потому что даже если вы используете фингер-тип мышь, то как только вы кладете на нее свою руку, то оказываете на нее давление примерно 150-200 грамм. Ну и здесь мы сразу видим то, о чем я говорил. Осень очень-очень сильно похожа на Зейн. Она опережает все остальные пады и догнать не может лишь моего любимого мутанта. Кстати, обратите внимание, при таком весе мыши быстрейшие Рин и Хашина вдруг начинают уверенно сливать даже Glassworks Polarity, который, между прочим, считается балансным падом. Друзья, по просьбам подписчиков я создал телеграм-канал. Там вы сможете почитать новости, увидеть дополнительный контент, а также пообщаться со мной и другими участниками чата. Залетайте! Друзья, с самых своих первых роликов я старался делать чарт таблицы стекла, и у них был устоявшийся дизайн, но именно в этом ролике я решил попробовать немножко новое решение, которое позаимствовал у других. Посмотрите, надеюсь, вам понравится. Итак, у нас есть градация от гладкости к текстурности и от медленных ковриков к быстрым. Осень — это у нас быстрый коврик, который обладает средней текстурой, чуть-чуть менее выраженной, чем на Glassworks Zane. Данная таблица учитывает скорость без нажима. Ставьте на паузу и рассматривайте подробнее. Но я всегда считал более важной именно скорость под нажимом, и вот здесь, по моему мнению, как вы видите, многие стекла превращаются в баланс. Но Осень не относится к их числу и уверенно держится где-то между Glassworks Zane и Dysphoria Scio. Друзья, я часто слышу просьбу по рекомендации глайдов. Хочется сразу вам сказать, что я не вижу смысла для каждого отдельного ролика или коврика рекомендовать какие-то отдельные глайды. Да, на разных ковриках разные глайды могут вести себя по-другому, но лично у меня есть устоявшиеся любимчики, которые я использую абсолютно на всех стеклах. Если вам так это интересно, то я могу их перечислить, и они появятся на вашем экране. Друзья, выводы. Возможно, вы помните один из моих первых обзоров про AIM Titan. Данный коврик позиционировался как полный аналог Glassworks Zane и не справился с этим, хотя во многом он был уникален. Так вот, Special Gear Осень справилась с этим на 5 с плюсом. Она не только ощущается почти идентично, но еще и при этом немножко быстрее, с более хорошей обработкой углов и еще тоньше, а мой юнит еще и абсолютно ровный. Цена при этом в 2-3 раза ниже, чем у Glassworks Zane, и коврик можно найти в активной продаже. Если бы подложка не подкачала, я бы назвал Special Gear Осень идеальным падом, а так он всего лишь потрясающий. Друзья, отдельным разделом хочется разместить благодарности Кире Чайнику, у которого гораздо более крупный канал, чем у меня, контент выходит гораздо чаще, и в одном из его последних роликов я заприметил симпатичный угломер, который был использован в тестах статики в данном ролике. Кирилл, спасибо, мне понравилось, позаимствовал, надеюсь, ты не против. А также Слоту, у которого я позаимствовал дизайн чартов для ранжирования ковриков и угол
съемки для тестов статики. Мне очень понравилось, я считаю, это удачное решение для съемки. Ребята тоже заимствуют у меня много материалов, я это вижу, и мне это правда приятно, потому что я считаю, что мы вместе двигаем индустрию обзоров стекла вперед. Продолжаем в том же духе. Спасибо вам, надеюсь, вы также благодарны в чем-то мне. Друзья, если вам понравился контент, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно оставляйте комментарии, на которые я всегда стараюсь отвечать. Также по желанию можете подписаться на ребят, которых я упомянул в данном ролике, их контент реально крут. Ну а на сегодня у меня все. Пока!